слово «же». Это слово усиливает то, что вы говорите. Например, «Она же говорила тебе». Если мы скажем просто «Она говорила тебе», это просто факт. Но если мы добавляем наше короткое слово «же», мы добавляем эмоций. Можно продолжить предложение. Она же говорила тебе, что нельзя есть в этом кафе. Но ты поел, и теперь у тебя болит живот. Другой пример. Это же понятно. Мы можем сказать: это понятно. Это факт. А теперь добавим «же». Это же понятно. Да, я не сказала, что переходить дорогу нужно на зеленый. Но это же понятно. Если у нас есть вопрос, вопросительное предложение, слово «же» также усиливает вопросительную интонацию. Иногда удивление, иногда даже фрустрацию. Например, «Где же ты был?» Я не просто интересуюсь, где ты был. Этим предложением я говорю: где же ты был? Я тебя ждала здесь 3 часа. Еще слово «же» используется для противопоставления двух частей предложения. Например, он работает, ты же отдыхаешь.